читая информацию о том, что происходит в России. И, конечно, я себе задаю каждый день вопрос, а как бы я себя вел? Ну, представьте себе, что я бы находился на территории Российской Федерации. Все вокруг либо молчат, либо выступают в поддержку войны. И те, кто выступает против или хотя бы недостаточно молчит, за ними потом приходят. Я, конечно, очень до сих пор сильно переживаю потерю своего дома, и у меня возникли другие в связи с этим проблемы. То есть это было только начало. Но, с другой стороны, я понимаю, что, скорее всего, с вероятностью почти 99% мне бы пришлось уезжать потом. Возможно бы я уехал в тюрьму, потому что нашли бы что-то, что пришить мне как нарушение уголовных статей. Например, собственно, зачем я это видео записываю? Вдумайтесь, что сейчас людей привлекают за те публикации, которые они делали раньше, в предыдущие годы. Это значит, что если вы когда-то ходили на какие-то оппозиционные митинги, если вы случайно где-то там сфотографировались, случайно, даже не специально, сфотографировались где-то на фоне какой-то оппозиционной символики, которую потом признали экстремистской, или нежелательной организацией, или еще чем-то, вам пришьют статью за раньше случившуюся публикацию 5, 10 и больше лет назад. Поэтому те, кто остается в России, я понимаю, почему вы молчите, потому что это буквально опасно для жизни выступать сейчас с антивоенными призывами или с критикой действия власти. Вы поступаете в целях самосохранения. Это я понимаю. Поэтому вы должны делать следующие вещи. Первое. Поддерживать тех, кто находится за границей, говорит на русском языке, и для кого относительно безопасно, не совсем безопасно, но относительно безопасно высказывать свою точку зрения без цензуры. Например, поддерживайте меня, подпишитесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на меня на Бусти, подпишитесь, если у вас есть иностранная карточка, на Патреоне, на Ютубе можете стать моим спонсором. То есть вам нужно оставить кого-то, кто на русском языке и на российской аудитории будет говорить правду. И это возможно делать без запредельного степени риска только из-за границы. В России можно сказать правду, но высокая вероятность, что вы попадете в тюрьму. Не сейчас, но через какое-то время. Вот. За границей не то чтобы у нас стопроцентная безопасность, но все-таки мы меньше рискуем. По крайней мере, за мной не придут испанские полицейские арестовывать. В России же, если вы находитесь в России, первое, что вы должны понять, нельзя ни в коем случае пользоваться соцсетями ВКонтакте и Одноклассники. Потому что эти сети будут и сотрудничать, и будут предоставлять органам данные по вам аж вперед. То есть практически по собственному желанию, по собственному хотению. Я бы вам рекомендовал удалить весь контент из соцсетей ВКонтакте и Одноклассники, если у вас к ним доступ есть. У меня доступа нету, к сожалению. Вот, поэтому я просто не веду эти соцсети, но мне и не так опасно, потому что я не в России. Вот. Все, что против меня может российское государство, это заочно возбуждать какие-то дела.
потому что я не на территории Российской Федерации. А там они могут придумать себе что угодно. Вот. Вообще, формально я вне юрисдикции Российской Федерации. Но когда это кого останавливало? Второе, что я вам рекомендую. Ведите соцсети, если вы их ведете, не от Иванова Ивана Ивановича, то есть от вас лично. Выберите какой-то не связанный с вами псевдоним, чтобы это ведение соцсетей было анонимным, чтобы нельзя было впрямую связать. И пользуйтесь соцсетями, которые не сотрудничают с Российской Федерацией. Но это прежде всего соцсети, которые принадлежат корпорации Мета, которая в России признана экстремистской. То есть это Инстаграм и Фейсбук. По Телеграму есть вопросики, насколько он не сотрудничает с российскими спецслужбами. Вы же понимаете, какая ситуация? Если вас обвинят в экстремизме российские власти, то формально Телеграм может предоставить ваши данные, потому что они подтверждено сотрудничают по экстремистским проявлениям. А в России экстремизмом можно объявить все, что угодно. Поэтому Telegram сильно советую перестраховаться и ничего чувствительного, политического там не публиковать. И самое важное, проведите ревизию ваших публикаций. Если вы когда-то на своей странице во ВКонтакте, в Телеграме, в каком-то канале, или в Одноклассниках, в Фейсбуке, в Инстаграме размещали политический контент, и вы находитесь на территории России и не хотите попасть в тюрьму, уберите этот контент. Сохраните его в архиве, сделайте скриншот, что вы когда-то публиковали, но сейчас уберите. Потому что формально, как российские власти относятся, если вы когда-то участвовали в чем-то, и там у вас появилась символика, например, символика Навального. Даже одно слово Навальный, хотя это распространенная фамилия, слово уже признано экстремизмом. Как это вообще в голове укладывается, я не знаю. Как можно слово признать экстремизмом? Но тем не менее, если вас на фоне, допустим, символики штабов Навального увидят, вам пришьют, что вы и у вас эта публикация была, вам пришьют распространение экстремистской символики. Убирайте все это, почистите за собой, заведите новые аккаунты в соцсетях, чтобы вы никаким образом не были связаны с предыдущими публикациями. Если они у вас были сделаны не во ВКонтакте и не в Одноклассниках, то хорошо, потому что доказать, что это вы, будет сложно. Используйте VPN. Чистите ваши устройства от политического контента. Естественно, все, что касается обсуждения признанных в России экстремистскими, там, нарушающими законы вопросов, типа территориальной целостности, где границы проходят, не ведите такие обсуждения в соцсетях. Не надо. И лично, если вы общаетесь с кем-то, 10 раз перепроверьте, кто это человек, что это за человек, с целью самосохранения. Я не верю, что сейчас время для такого рода обсуждений. Режим крепок, и вы только себя угробите, если будете обсуждать такие вопросы. Да, я, может быть, звучу парадоксально, но я хочу, чтобы вы сохранились, чтобы вы не оказались в тюрьме и не оказались потом завербованы из тюрьмы на войну. А содержание в тюрьме, это, сами понимаете, потеря здоровья, чести и всего-всего-всего. И вас будут пытать, скорее всего. Поэтому максимально анонимное ведение любых социальных сетей, Телеграма, Фейсбука, Инстаграма. Вообще Фейсбук, Инстаграм я
советовал бы вам не вести, если вы в России живете, потому что каким образом это все можно пропихнуть в российские законы, что Мета экстремистская организация, символика Фейсбука и Инстаграма экстремистская, а вы ведете там свои соцсети, то есть фактически участвуете в деятельности экстремистской организации. Ну вот и получается, что у вас из площадок остается только Telegram и все. И все. Потому что ВКонтакте и Одноклассники это лучшие друзья товарища майора. Вот. Но и Телеграм будет ваши данные сливать. Может. Стремились ли власти Российской Федерации к тому, чтобы заткнуть вам рот и не общаться? Да, стремились. Но вы можете по-прежнему вести работу какую-то. Например, вы не можете какую-то информацию разместить в интернете. Можете присылать эту информацию мне. Я относительно свободно могу ее размещать, если она не нарушает требования законодательства Испании. То есть вас хотят сделать пассивными, чтобы вы могли читать, но не писали ничего. И, наверное, они в этой степени, в какой-то степени добиваются успеха. Используйте анонимные режимы просмотра страниц. Тоже, кстати, очень хорошо. Ну, потому что вы же понимаете, что на каждом крупном узле Российской Федерации связи стоит прибор, который просматривает пересылаемые пакеты. В принципе, при желании собрать о вас портфолио, не портфолио, профиль, что вы смотрите, при желании можно, зная, из каких устройств вы выходите. Вот так вот. То есть нужно соблюдать правила информационной гигиены. Вот я о чем вам хочу сказать. И быть аккуратными. Помните, что и за прошлое за вами могут прийти. За то, что раньше казалось не криминальным, а сейчас криминализировано. Вот так вот. Что-то я проникся вот, может быть, после последних публикаций по поводу журналистов, которых за их профессиональную деятельность осудили. Берегите себя. Ну и подпишитесь на меня, напишите комментарий.